Зашел в кофе-чай. Еще особо не покупаем никогда мы. Кофе. Зеленый чай здесь появился, вот видите. Ешиль. Все, это зеленый чай. Это зеленый с бергамотом. Да, вот он, 8,40. В общем, разные здесь. Битки не знаю, это цветочный какой-то, а вот ешиль это точно зеленый. Тут с мятой есть и так далее. Вот это тоже мы покупали, в принципе, ничего, но так, я говорю, вот большую пачку мы покупали. Так, что здесь? Ну, здесь большие пачки рассыпного чая. Никого из них посоветовать не могу, честно говоря. То, что мы берем, здесь нету чая. Ну, вот эти Ахмады еще ничего. Мы в России покупали. Ахмад хороший чай. Марат Теа, не знаю, что это, ценник вроде высокий, а сколько стоит. Месопотамия, вот не знаю, то что за чай. Остальные все местные. Липтон тоже, вот не могу сказать, хороший, плохой Липтон, вот этот чай. Короче, в чаях выбор есть вроде бы, и чай здесь любят, но чай здесь такого, что прям очень хорошего, мы нашли, но он стоит дорого. Чемпион, например, но здесь вот его нет вообще нигде. Алтан-Баш он лежит, ну, не знаю, что за Алтан-Баш и так далее. Сахара здесь, оливки маслины, пекмес, тахин. Вот 30-25 стал стоить тахин. Совсем недавно такой тахин стоил 21 лиру. Вот эта баночка вот стоит. Нас как-то угостила Сардинч, отдала банку, говорит. Нам нужно было это тахинное масло, как оно называется. Тут сверху немножко тахинного масла есть. Она говорит, вот, берите, говорит, все. Потом научила нас делать, Оля салат с него делать, вкусно получается. Она стоила 21 лиру, а сейчас 30-25. Прям вот недавно это было. Ценничек скакнул здесь сильно. Вареньки. Вареньки такие вот стандартные, вот типа ТАТ. 8,95 стоили. Варенье сейчас 11,98. Вот. А так, видите, и выше цена есть. 12, 15 и всякие цены есть. Это мед, бал. Разные тоже. Мы не покупали, честно говоря. Мы привезли с собой из России несколько коробок меда. На границе вопросов не было. Вот 8,90. Единственное, кто в той цене остался. Вот. Можно брать. Пришел в муку большую. Мука большая, 35 лир стоит сейчас. Если я правильно понимаю, в ценниках. Но она, по-моему, даже не 35, она 37 лир стоит вот этот Мигрос. Сейчас во всех магазинах цена поднялась на муку очень сильно. Макарошки здесь всякие есть. Мы барилу берем. Но номер 1 здесь нету никогда. Даже проверять не буду, потому что у них здесь нету. Я находил в большом Мигросе в форуме. Вот эти всякие дрожжи, вот 2,50, вот эти всякие сахарные ванилины. Как там? Нет, ванильный сахар. Там по 5, по 7 пачек, 10 бывает пачек. Разные, короче. Здесь вот готов. Вот этот крем шанти, вот эту, по-моему, надо размешивать и делать с него крем. Вот этот. Ценник разный, 2 пакета, 4 пакета. Черное какао. Вот это должно быть прикольно, вкусно должно быть. Короче, так. Вот разные всякие штучки, то есть берешь, размешиваешь и готовишь вкусняшки. Так, здесь всякие консервы. Перчики, которые мы берем, вкусные вот эти маленькие. Огурчики здесь тоже разные есть, по разной цене. А рыба, вот посмотрите, вот сами. Тон, 1 тонн, один тунец. Другого никакой здесь рыбы нет. Вот тут какая-то вот есть, первый раз рыбу такую вижу, из кумру филето. Что это такое, не знаю. А так все остальное тон. А вот хамси первый раз, сардалия хамси, вот вижу тоже. А так тоже тон.
один тунец. Вот единственная у них рыба, которую они уважают и из нее делают консервы. Остальные, вот, видите, фасоль разная есть, помидоры, огурцы. Так, вот моя телега, кстати, вот я качу перед собой молоко сейчас по акции, я молочка набросал. Ага, вон, 20 лир стоит сейчас большая упаковка, 800-граммовое печенье, вот такая вот. Где-то 12,50 она стоила летом, несколько раз покупали. Печеньки, печеньки, печеньки. Остальные печеньки даже не могу сказать цену, не помню. Мы покупаем такие вот только печенья. Такие по случаю, такие вот на Новый год взяли. Про эти могу сказать, вот печенья. Они вкусные, да, вот эти печенья, но они вот видите нарисованы там вот такими рядами. Они все между собой слипаются. То есть достаешь, тут вот раз, два, три таких стопочки печений. Ты вытаскиваешь 3 целиковых печенья. Они по одному вот так не делятся. Они все слипаются и все такой одной кучей в итоге получаются. Так что они вкусные, неплохие, но вот такие слипшиеся. Получается, если на троих, то нормально. А если хотите, как сказать, на стол, то только 3 человека смогут покушать культурно его. Шоколадки здесь всякие разные. Такие маленькие всякие Nestlé и Юлькер сейчас продают шоколадочки. Очень много во всех магазинах есть. Так, я поехал дальше. Тут тоже масло продают, сливочные, маленькие упаковки. Жвачки, фарш, ценник. Написано, что скидка, а все сколько стоит, непонятно. Я заехал в напитки. Фанта 6,75. Кстати, Фанта, 8,90. На Ливу только подорожала. Раньше 7,50 она стоила примерно, Фанта большая. Сейчас вот 8,90. Такие мы часто покупали летом. Мы не покупали пиво, а вот что-нибудь такое, Фанту какую-нибудь. Арбузную особенно, знаете, арбузная вкусная Фанта. Какие-то вот огромные бутылки высокие, Диди. Такие не знаю, что это, не пробовал. Это чай. Надо будет попробовать. Цена, в принципе, невысокая, 7 с чем-то. Лето придет, попробую. Чай. Так, что здесь еще? Соки, наки, копы. Кстати, вот, по-моему, вкусные Демес мы как-то покупали. Покупали вишневый вот этот. Он яблочно-вишневый. Вот этот не пробовали, надо попробовать тоже. Кстати, соков стало совсем мало в магазине. Раньше было прям большой ассортимент, а сейчас буквально Мигрос, Демес и Копы. Все, 3 сорта, так сказать, 3 производителя в магазине сока. Что здесь еще? Заезжаем в детский шампунчик, вот такой 36, 43 лиры стоит. Что-то дороговато, раньше, по-моему, дешевле он стоил. Мы раньше Мише покупали такой шампунь. Что здесь у нас? Мы приехали в туалетную бумагу. 52 лиры, трехслойная, 16 рулонов. Вот такая продается. Дальше что? Вот 16 рулонов, 48 лир стоит. Не видно, сколько слоев она. Вот трехслойная 16 рулонов, 65 лир стоит, фамилия. 32 рулона, 99 лир. 131 лиру, вот такая большая пачка, тоже 32 рулона. Сельпак Делюкс 131, 3 слоя тоже. 31,50 стоит. Туалетная бумага тоже дорогая. Вот большие 69, 12 рулонов, 69 лир. Сколько слоев, не вижу, честно. Кстати, по-моему, это не туалетная бумага, это полотенце кухонное. Большая упаковка. Хавлу написано. И так далее.
Senin bizim eve aldığın bile bardakların Детское питание, баночки стоят, 9,95. Не знаю, мы уже, слава богу, выросли этого возраста, мы такое не кушаем. Оптамил. Четверочка, троечка, пятерочка. Цена, вот видите, сколько стоит банка такой детской каши. И так далее. Памперсы. Памперсы. Тоже вот 78, 94, 78. И так далее. Большие коробки 239. Блин, так дорого, оказывается, сейчас стоит. Вон, увидал, 5-килограммовая мука, 37 лир получается. Если покупать 3 упаковки муки купить по 2 килограмма, получится примерно такая же цена. Жижа всякая, жижа, доместосы, всякие разные ваниши, вернели. Ценники всякие, видите, 22, 34, что только нету, честно говоря. В нашем Мигросе на районе чуть поменьше ценника, я сейчас в Эрдемле нахожусь. Вот такой персил мы берем, вот Universal, это для всего белья. А еще есть гигиен для белого, гигиен написано на нем. 55, дешевле он стоил, мы покупали, не помню почем, такую большую бутылку, 2 бутылки, такую и такую используем, пока что еще есть. Порошки стиральные, но обычно мы большие пачки покупаем, надолго хватает. Я уж не помню, какую мы последний раз покупали, какая-то со вкусом, с ароматом типа того. Таким фиолетовенькая упаковка, уже забыл, как он называется. А это все к посудомойкам. Соль вот 8,65 можно купить, у нас заканчивается. Это вот для обслуживания какой-то набор. Это вот для прочистки машинки посудомоечной. 31 лира. Раз в полгода можно прочищать. Таблетки 22 вот есть. Большие упаковки есть. Ваниши. Ой, Филипсы. Финиши, то есть Филипсы. Ферри не знаю, не покупал никогда. Сейчас мы вот таким вот пользуемся жидким мылом. Не жидким мылом, а средством для чистки посуды. Вот 39,90, но была акция на него, мы дешевле купили. Вместо Ферри используем. Хороший. Вот он, видите, маленькой фасовки бывает тоже. Вот, так что неплохой. И вот эти кондиционеры, так они называются тоже. Я покупаю no name, типа такого тоже. Хватает, нормально работает. Посуда блестит, чистая, сухая, хорошая. Посудки здесь всякие. Ну, не знаю, что вам показать. Вот по 52 лиры сковородочки здесь висят. Мы сейчас заехали в какие-то уже в край магазина. Что здесь уже? Здесь какие-то корма пошли. Тоже дорого, 128, 115. Носки. Что тут у нас интересного еще? Лампочки вот висят. 27 лир, 21, 32, 22, 19, 30. Достаточно дорого получается лампочку нынче приобрести. Тройники вот эти тоже они. Есть тройник и удлинитель в одном наборе. Мы такой покупали, по-моему, только в АСТО-1 и значительно дешевле летом. В общем, не знаю, что это такое. От комаров какая-то штуковина. Утюжки. Это вот фирма недорогая, вот это Разум 419. Philips 1199. У нас, честно признаемся, нет утюга. Мы как-то обходимся без него. Кофемашина Electrolux 749. Чайник типа нашего. Вот он наш, вот этот слева наш чайник. У нас черный корпус. 239. Мы это покупали за 149, это я точно помню. Вот один в один вот этот киви черный. Низ стеклянный, верх. Тут прикольный, 329 стоит. Металлический
чайник. Как-то так. Так, тут пошли какие-то пленки, упаковки. Это бумага для запекания. Здесь прикольно, здесь она продается редко, когда в метрах, обычно она продается в кусочках. То есть открываешь, там сразу прям разрезано, чтобы тебе на противень положить. Положил и все. Не надо ничего вырезать, обрезать, подрезать, все уже готово. В общем, разные здесь я вижу пакеты вот для всего среднего размера. Это пакеты уже для такого, для бутербродов и так далее. Это какие-то жидкие мыла для рук и так далее. Мы такие вот большие покупаем. За 17,50, да, они стоят сейчас. По-моему, раньше они стоили... Слушай, они стоили. Лир 14, по-моему, вот эти вот. Мигросовские. Мы брали либо вот такой розовенький, либо вот такой белый кокосовый. Гавайи, да, написано? Неплохие. Хорошо мылится. Очень-очень даже хорошо. Тут какие-то акции на что-то. Бинго 33,71. Софт. Ну это... Не знаю, что это. Это ли моющее средство, либо что это. Написано для чувствительной кожи, так сказать. А для чего это такое, не написано. Вот это мигросовские какие-то жижи продаются. А, вот лавандовый мы покупали. Тут стиральный порошок мы лавандовый покупали. Мигросовский тоже. 89,90, 7-килограммовая пачка Тайда. Здесь он Алло называется. Шампунчики. Шампуни здесь. Ну вот это знаю, 28,50 мы покупаем такую Олегу. Вот эту вот Клир мужскую, Фомен. И Woman чуть дороже стоит, 46,90, да, она стоит. Хотя вот 35,90 вот такая вот бутылочка. Раньше Оля такую покупала, сейчас не знаю какую, честно говоря, не интересовался. Head & Shoulders, вот видите, 55-50 разные. В магазине теплочки я даже упрел. Буду приходить сюда погреться. Blendux. Элидоры какие-то. Pantene Pro V, вот по 49 лир внизу. Что еще? Это для волос Гарнье. 60-90. 60 L'Oreal 60-90. 69 лир. 60. И по 29 вот что-то есть. Не знаю, что сколько стоит. Так, здесь дамы что-нибудь себе сами разглядят. Я ничего в этом не понимаю. И алкоголь. Впереди нас ждет алкоголь. Так, что здесь? Стиральный порошок 69,90. 7-килограммовый. Перос такой, перос такой. А мигросовский 52,50. 5-килограммовый. Так, всякие бритвенные принадлежности. Что-то дорого стали стоить они так. Даже не могу сказать, подешевле. Насколько они подорожали, потруднее себе. Принглс 15,59. По-моему, на него акция. Он дороже стоил. Так. Нет, не нашел я себя. Так, приехал в пиво. 26 лир стоит пиво какое-то. ТС 20,50. Вот 19 мальт. Подорожало, потому что вот такое мы покупали, по-моему, 15 оно стоило вот это вот. А вот безглютеновое какое-то пиво написано. Мы сколько смотрим, здесь не можем найти темного пива. Нам какое-то порекомендовали, что-то типа вот такого, по-моему. Стоит дорого, но невкусное. Оно какое-то горькое, очень много градусов. В нем больше градусов, чем темноты, так сказать. Вот есть Эрдингер, видите, вот это прикольное пиво, 33,90 и Лёфе 36 лир. Это хорошее. Хугарден 33 лиры. Эти все пива отличные. Стоят дорого. Что, Бек 23, 20, 20, 20, 20. Да, 20-ка самое дешевое пиво стало стоить. 19 вот есть, хотя 17 маленькие баночки. 22. Подорожал, сильно подорожало пиво.
Вино 105, 100, 106. Вино еще можно, как говорится, пить по соточке. Вот. Что-нибудь такого. Хотя вот есть по 69, но не знаю, что это такое за вино. 89. В принципе, не самая плохая фирма, вот Бузбак. Тут розовое вино тоже, белое есть вино. Что это вот внизу за марка, не знаю, но очень часто встречается. Дикмен. 89, 89, 77, вот белое вино есть. Не пил? Не знаю. То, что мы пили, я сейчас уже не могу вспомнить. Помню, что мы покупали тоже в несколько видов вина в Мигросе. Но по чем оно было, какое, я не могу вспомнить. Вот, Беллс, 246, 0,7. Умножим на 6, это 1300 примерно, бутылка 0,7 получается. Чивас 550, 400, вот 400, самый дешевый Чивас. 64, 2400 получается. Вот односолодовый, 429, 12-летний. Сколько здесь стоит? Литраж-то у него 0,7, наверное. Вон вверху текила есть, Мартини 285. Бэй Бакарди 400 лир, 399. Балантайс 330, маленький 175. 330 это 0,7. Что еще? Водка Смирнов, вот есть 250, 279, 395. Абсолют 299, 420 лир. Паспорт вот этот, Клан Кэмпбелл. Тут я пил виски. Ничего особенного. Клан Кэмпбелл. Этот тоже такой. Джины вот идут. 315, 205, 389. Разное все это. Джинчик, но я вот пил только Гордон. Бифетер не помню. А, вот тут подороже 550, 530 виски. Как будто это литровая, по-моему, бутылка. Да, литровая. Этот литровый, этот литровый. GB 439, Балантайс 455 литровые. Все литровые бутылки внизу стоят. Это пошел уже ракы. 519 можно купить здесь чуть не 2-литровую бутылку. Полторашку, наверное. Да, 1,5-литровая вот. 519 лет. Раки. Финляндия вот 320 стоит. Какая-то водка за 205, за 109 какая-то вот есть. Вот такую мы покупали. Ракы. Ну что, нормально, 249. Хороший. Так, все показал. Не знаю, я пошел на кассу. У меня детей забирать из тренировки. Велосипед продается электрический, 7 999, а самокат 2 399. Тоже электрический. Велосипедов здесь много, электрических встречаю. Самокатов, ну, не встречал, чтобы кто-то катался. Только, знаете, где-то я видел, где же, на прокат, короче, можно брать. Так, ладно, я пошел. На этом все, наверное. Мигрос показал. Получилось длинное видео. Если что-то, какой-то еще магазин интересный, думаю, схожу еще и туда покажу. Сегодня дождик идет. Море сегодня какое. Шумное какое. Волны какие. Конечно, не ураган, но все же. Есть на что посмотреть. Гулять мы сегодня не пойдем. Поэтому вышел специально с машины под дождь, чтобы поснимать море. Такой ураган мы, честно говоря, вот, ну, чтобы такой высокий уровень волны был, мы не застали, не гуляем в такую погоду обычно. Поэтому сказать, что так часто бывает, не могу. Наверное, просто не видел. Обычно в такую погоду мы сидим дома. Как нормальные люди, собственно говоря. Ладно, не буду мочить телефон, пойду за детьми. Я на тренировку приехал. Сейчас уже заканчивается она у них.